Добрый день! Приветствую вас на своем канале. На днях я купил вот такую вот сковородку в пункте приема металлолома за $1. Как вы видите, она очень сильно загрязнена, на ней очень много нагара, как внутри, так и снаружи. Поэтому теперь я буду ее чистить и приводить в достойный вид. Новой она уже не будет, но вот как новой очень даже может быть. Есть один такой прекрасный способ, вернее, он есть не один. Люди моют мылом, чистят содой, горчицей, лимонной кислотой, уксусом, растворителем для краски, дрелью, болгаркой, силикатным клеем с дальнейшим вывариванием или просто выжаривая сковородку. Но я выбрал способ, который мне показался самый простой и довольно-таки результативный. Для начала я подготовлю сковородку к чистке и откручу от нее ручку. Ее я почищу отдельно. Теперь мне понадобится штук 5 пакетов для мусора такого размера, чтобы сковородка могла туда полностью поместиться. Далее засовываю сковородку поочередно в каждый пакет, так, чтобы между ними не было лишнего воздуха. Вот так вот, готово. Теперь мне понадобится 200 мл нашатыря, который я купил в аптеке за $2. Это получилось аж в 2 раза дороже, чем сковорода. Дальше открою настежь окна и одену специальный респиратор. Это очень важный момент при использовании нашатыря. А вообще, это я так делаю, а вам такой способ может и не подойти. Но если вдруг надумаете так делать сами, то изучите всю технику безопасности этого момента. Теперь я распечатываю пузырек с нашатырем и выливаю его вовнутрь сковородки. Вот так вот. Далее хорошо завязываю пакеты, например, такой вот капроновой веревочкой. Теперь беру сковороду и покручу, попереворачивая ее из стороны в сторону, чтобы жидкость растеклась по всей ее поверхности. Готово. После этого положу ее на балкон на 2 суток. Ну что, прошло 2 суток. Я переместился на балкон. Одеваю резиновые перчатки. Развязываю пакеты. И смотрим, что тут внутри. Ну, хочу сказать, что сковорода заметно посветлела. Попробую счистить кусочек нагара. Ух ты! Снимается вообще отлично все. Посмотрим теперь, что у нас внутри.
сниму полностью пакеты. Мне кажется, что с нее грязь можно снимать и без ножа. Да, смотрите, пальцем все счищается. Но так, наверное, будет долго. Возьму-ка я лучше железную мочалку и поработаю ею немного. Теперь беру губку и собираю всю грязь. Неплохой результат. Остались грязные места, которые пальцем уже не ототрешь. Поработаю еще немного мочалкой. Начинает просматриваться логотип. Затем промою ее теплой водой. Так, ну тут остались уже мелкие нюансы, доделаю их и покажу результат. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Есть, дочистил, помыл. Ручку почистил обычным чистящим средством. Там она больше от температуры пострадала, чем от грязи. И прикрутил ее на место. В итоге теперь эта сковородка выглядит теперь уже вот так. Отсвечивает так, что на ярком солнце, наверное, можно будет зайчики пускать. Покажу для сравнения, какая она была до и после, какая стала. В некоторых местах, конечно, остались маленькие черные точечки и темный фон немного, но меня устраивает и так. А так, вообще, чтобы избавиться и от них, нужно ее было оставить в пакете на неделю или даже на 2. Также, если бы она была не такая грязная, то мне хватило бы и 100 мл жидкости. В итоге она мне вышла, конечно, не $1, а аж целых 3. Теперь осталось на ней что-нибудь пожарить. Но это будет уже в одном из следующих моих видео. Так как вначале я хотел бы попробовать один способ, который должен превратить ее в антипригарную сковороду. Так что нажимайте на колокольчик, если вам это интересно, чтобы не пропустить его. На этом на сегодня все. До скорых встреч на моем канале в следующих видео. Пока!